Приветствую вас! В Советском Союзе уделялось большое внимание туристам, особенно это касалось иностранных граждан. Требовался вместительный, комфортабельный автобус, который мог быть не хуже, а то даже превосходить многие иностранные аналоги. И воодушевленный успехом предыдущей модели Павловского автобусного завода ПАЗ-665Т в 1967 году инженеры этого завода начали готовить новый образец будущего автобуса. Главным конструктором назначили Жбанникова. За дизайн отвечал дизайнер демидовцев, который к тому времени уже набросал первые наброски. Осталось за малым – просто собрать все воедино. И уже в ноябре 1969 года, спустя полгода, основные чертежи передали в экспериментальный цех для дальнейшей разработки и сборки прототипа. В марте 1969 года прототип уже был готов. Назвали автобус «ПАЗ Турист Люкс». Он имел длину 8,5 метров, ширину 2,5 метра и высоту почти 3 метра. Чтобы уровень шума от двигателя ЗИЛа-130, который к тому времени хорошо себя зарекомендовал, не мешал комфорту пассажиров и был минимален, впервые в практике ПАЗа была применена компоновка с задним его расположением. Совместно с ним работала пятиступенчатая коробка передач той же машины. Но главная изюминка этого автобуса – это был его салон. В нем были впервые применены новые технические решения. Во-первых, необычный дизайн и особенная отсековая компоновка повышенной комфортности, который вмещал 24 пассажира. Первую перегородку разделяли водители с экскурсоводом и пассажиры. Место водителя-экскурсовода, в отличие от остального салона, опустили на 20 см ниже. Это позволяло не ограничить обзор вперед пассажирам. Гид имел в своем распоряжении микрофон с магнитофоном, а его кресло сделали вращающимся. Пассажиров тоже без комфорта не оставили. Пассажирское место оборудовали регулируемыми анатомическими креслами с подголовниками, а над креслом установили потолочное освещение, вентиляцию. Общее освещение люминесцентное, совмещенное с дежурным освещением. Для удобства пассажиров была опущена центральная часть пола. Это же решение было применено на другом туристическом автобусе венгерского производства – «Икарус». Во-вторых, новинкой в советских автобусах было размещение бара, умывальника и гардероба во втором отсеке ПАЗа. Там же разместили резетку. И в-третьих, интересное решение размещения багажа в багажном отсеке, доступ к которой обеспечивался через правую и левую боковые двери задней части автобуса. Туда можно было попасть и изнутри салона. Эти двери также служили аварийными выходами и были оборудованы откидными подножками. Для хорошего обзора вокруг как пассажиров, так и водителя с гидом сделали на Саратовском заводе технического стекла гнутые боковые и передние панорамные стекла больших размеров. В апреле 1965 года, сразу же после постройки первого прототипа, начались его заводские испытания на полигоне НАМИ. И сразу же после испытаний с полигона своим ходом отправился по маршруту Москва-Ницца на международную автобусную выставку, где произвел настоящий фурор среди многочисленных зрителей. От чего и получил награду в виде большого кубка и приза «Золотая Ника» за участие в международном ралли, а конструкторы были удостоены отдельных наград. После оглушительного успеха на выставке инженеры в 1971 году немного модернизировали автобус. Он получил салонный кондиционер, цельное панорамное лобовое стекло, а круглое окно на аварийных дверях заменили трапециидальным. И уже имел другое имя – ПАЗ 8,5Т. Также был создан на его базе и городской автобус под именем ПАЗ-3202. За счет того, что убрали багажное отделение и бар, количество пассажиров увеличили до 33 человек. Претерпели изменения и его входные двери. В 1971 году выпустили очередной ПАЗ под именем ПАЗ-3202Т. Внешне от ПАЗ Турист Люкс он отличался наличием большого стекла в заднем багажном отсеке и глухой панелью на левой боковине двери. Эти красавцы-автобусы настолько впечатлили автобусное начальство и публику, что решено даже начать их серийное производство. Но до него так дело и не дошло. Как оказалось, слишком сложны в сборке они оказались. Поэтому от дальнейшей разработки и налаживания производства отказались в пользу других массовых автобусов. А оставшиеся прототипы ПАЗов, стоявшие кто где, кто на полигоне НАМИ, а кто на задворке их завода, со временем порезали на лом. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!